Всем привет, с вами снова Ксения на канале Crazy Italy. Сегодня я не одна, со мной сегодня моя лучшая подруга Марина, и мы вместе с вами идем в горы покорять крепости Генуи. А вот и моя лучшая подруга. С добрым утром, с добрым днем и с добрым вечером. Короче, с 1 мая всех поздравляю. День мира, труда и счастья. Желаем вам здоровья. Этот канал придумала она. Я ее поздравляю, она очень интересный человек. Поэтому мы сейчас стараемся реализовать наши мечты, наши желания. И хотим взять вас с собой. Хотим подарить вам хорошие эмоции, открыть кое-что новое для вас и для нас тоже. Мы любим путешествовать, любим приносить приятные. Коронавирус – это тяжело, но как-то можно от него отделаться. И постараемся эмоционально быть сильными. До парка Риги мы добрались на таком интересном фуникулере. В Генуе их несколько, именно этот идет со станции Дзека. С вершины открывается прекрасная панорама на город и старый порт, а мы же идем из Риги в сторону парка Перальто. У этой стены во время Второй мировой войны фашистами были расстреляны 6 итальянских партизан. А у самого входа в парк нам повезло увидеть открытый бар и выпить по кофе. Хозяйка была нам очень рада. Сейчас за мной именно крепость Пероне. Это самая главная крепость Генуи, одна из самых первых, которая была создана. А это великие стены Генуи. Правда, о них мало кто знает. Сейчас хотелось бы сказать об одной особенности. Генуя – исторический город со своей богатой историей. И вот эти стены, которые вы видите, которые присутствуют в Генуе везде, имеют протяженность 19 километров. В сравнении с китайской 21. Подумайте, мы когда смотрим на эти стены, думаем не о исторической особенности, о том человеческом факторе, который создавали, строили, укрепляли и которые веками стоят. Когда притронешься к камню, думаешь о той жизни человеческой, которая здесь пошла. И тут по пути к следующей крепости мы встретили новых друзей. Этой дороге уже 300 лет, и она соединяет все крепости. Это живописная железная дорога Казелла, соединяющая соседние деревушки. Поезду уже более 100 лет, и состоит он всего из 2 вагонов. На нем стоит прокатиться, чтобы насладиться потрясающими видами. Так мы постепенно подошли к крепости Пуин. А сейчас мы находимся у крепости Пуин. Кстати, если вы зайдете в переводчик, вам выдаст как крепость Владимира Владимировича Путина. Но к Владимиру Владимировичу никакого отношения данная крепость не имеет. После форта Спероне это первая крепость, построенная в северном направлении. Строилась она примерно 15 лет и относится к эпохе Наполеона. Комплекс состоит из 2-этажной центральной башни с 3 небольшими подземными складами, к которым можно подняться по лестнице. Доступ к внутренним помещениям был возможен благодаря прохождению разводного моста, который позволял проходить за защитный ров. Интересно, что когда в начале 20 века данная крепость была заброшена, ее выкупил доктор Фауст Паради и прожил в ней около 20 лет. Так вот, чтобы обдумать эту идею, которую сказала Ксения, 20 лет здесь проживал врач, уединенный и далеко от города. Чем он занимался здесь? Что он искал здесь? Скорее всего, какие-то опыты. Интересно, в пользу или нет? И впрочем, это имя Фауст перекликается с другим именем Фауст. Интересный факт. А мы пошли дальше, ведь нам предстояло еще забраться на самую высокую крепость, крепость Диаманте или Форт Бриллиант. И вот наконец-то мы вышли на гору Диаманты, собственно, на которой и стоит наша знаменитая крепость Диаманты. Думаю, нам осталось еще примерно полкилометра. И мы думаем, что, возможно, какая-то часть пройдет на 2 ногах, а оставшаяся часть, видать, уже на 4. А потом мы все шли, шли и шли. А там вдали крепость под названием Младший брат, а на холме рядом когда-то стоял старший брат. Старший он был, потому что был на холме повыше.
Построен форт в 1758 году, и говорят, что на этом месте, на этом холме, было другое сооружение – Бастия дель Пино. Целью построения форта Диаманте было защитить самую уязвленную часть стен – это северную часть. Нынешний вид крепости отличался от начальных чертежей, а самое большое отличие было в ее крыше. Раньше она была покатой и была сделана из черепицы и покрывала только основную часть казарм, но из-за такой вентиляции нуждалась в постоянном уходе. После была заменена на террасу с водостоками. Пол на террасе выложен кирпичом, и можно открыть решетки для ливневой канализации. Внутри форта находятся трехэтажные казармы, а также склад и общежитие для гарнизона, которые могут вмещать от 40 до 100 человек. При нападении австрийцев французский гарнизон, состоящий из 250 солдат, не сдался, благодаря вмешательству маршала Андре Массена, который вышел из форта Спероне с 2 пехотными колоннами и отбросил австрийцев на исходные позиции. Сейчас мы попробуем пробраться внутрь. Не знаю, получится ли у нас, но попробуем. Несмотря на все ограждения и закрытые двери, у нас все-таки это получилось. Мы находимся уже внутри, на 2-м этаже. Это помещение, которое занималось под казармой. Здесь были солдаты. Смотрим, есть выход. Внутри практически в смысле ничего не осталось. Есть местные записи. Так, а что у нас тут? Смотрим. Скорее всего, хозяйственные помещения. Темно. Ну-ка, 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 заходим. Ну, скорее всего, все использовалось под склады. Есть отверстие для пушек. Поднимаясь на 3-й этаж, смотрим, что там. Выход. Смотрим тут. Все еще казармы. Остро. Смотрим, что у нас в окно. А в окно у нас туман. Но, скорее всего, оттуда была панорама всего города. И отсюда наблюдали за вторжением. Кажется, мы поднялись на самую высокую площадку. Мы вышли на крышу. К сожалению, тумана ничего не видно. Но попробуем. Удалось подняться наверх, хотя было сложно, во-первых, там запрещено немножко входить, но мы постарались пролезть, потому что один раз в жизни ты должен что-то сделать такое. Конечно, впечатление огромнейшее, потому что эта крепость была построена всего за 2,5 площади города. Территория огромная, толщина стен и вообще сама конструкция поражает. Создали мощь этой крепости. И она стояла, стоит и будет стоять. Она пережила много жизней и еще много переживет. Но очень красиво. И очень большое впечатление. Энергетика. Шикарно побывать в таких местах. Я думаю, что в этой жизни надо сделать то сегодня. Потому что завтра уже не будет. Ну вот подходит к концу наше сегодняшнее путешествие. Как говорится, возвращаемся в реаль. Как говорится, это одна жизнь до того и после того. Мы все изменились. Коронавирус нас изменил. А ситуации, в которой мы находимся, хочется сказать много, но результат маленький.
Экономически стало по-другому. Люди изменились. Боятся друг друга, даже сами себя. Тяжело видеть, как, встречаясь, мы расходимся, не приближаемся, боимся, мы боимся самих себя. Но надеемся, что это пройдет, все наладится, и жизнь станет на свои места. До следующей встречи. Пока-пока.